Виктор возвращался домой уставшим и безрадостным, как после долгого и пустого дня. Глухое эхо его шагов гулко рассеивалось по подъезду, и он ощущал, как одиночество держит его за горло. На улице перед домом номер 17 взгляд неожиданно зацепился за черную точку. Цепь, обмотавшую шею старого пса, который сидел в вялом, почти каменном покое, словно ждал паразитную тень хозяина, чтобы снова почувствовать себя нужным. Пес был изможден. Шерсть поседела, глаза опустились вниз, и казалось, что жизнь у него выскользнула между пальцами еще до того, как цепь оказалась на кривой руке судьбы. У дверей подъезда Виктор встретил Анну Степановну, соседку, с которой иногда обменивались репликами, похожими на тихое выяснение, чья доля в городе больше. Анна Степановна, старшая женщина с ясным взглядом и привычкой держать дистанцию от чужих проблем, рассказала, что хозяева пса уехали полдня назад и обещали забрать его. Обещания растворились во времени. Месяц прошел, и никто не приехал. Анна пыталась связаться с хозяевами, но телефон молчал, как и сердце на ветру. В рассказе ее не было драматического акцента, только тревожная мелодия. Говорят, заберут, но времени нет. И эта фраза эхом повторялась в голове Виктора. Виктор знал, что под этим непереносимым одиночеством таится еще одна звонкая проблема — пустота в его собственной жизни. Финансы дрожали, дом был тесен, и он вынужден был вести себя так, как будто все под контролем, хотя внутри все раскалывалось на мелкие, неуловимые осколки. Он пытался понять, зачем ему вообще нужно тянуть чужого пса в свою жизнь, когда собственные проблемы уже заполняют все уголки квартиры. Но светлый огонек внутри, возможно, именно цепь, которая держала пса, была тем поводом, который может снова вернуть его к жизни. В его груди ничего не рвалось, только тяжелый, но настойчивый ритм — жить дальше, несмотря на потери, несмотря на страхи. Ночь принесла Виктору шум в голове и тишину в сердце. В этот вечер он думал о том, как люди уходят из домов, оставляя за собой не просто вещи, а живых существ, которым некогда за себя постоять. У него были свои потери. Светлана ушла 3 года назад, забрав с собой частицу тепла и вечерних разговоров, и теперь он жил с воспоминанием смятения и пустоты. Но мысль о ПСА, который просит внимания силой молчания, заставляла его сомневаться, может ли он пройти мимо чужого горя, если у него самого пустота внутри. Утро наступило с холодом, как будто сама зима заключала пса в объятия города. Виктор снова прошел мимо дома 17, и снова образ пса не позволял ему забыть. Он находил сотни отговорок. Завтра, после вечеринки, когда станет тепло. Но образ пса не уходил. Инстинкт привел его на другую сторону улицы, чтобы не видеть его, и тем не менее взгляд снова возвращался к цепи и к беззащитности животного. На 3-й день Виктор решил выйти к псу и поговорить с ним, хотя и не знал, как этот разговор будет звучать. Дверь распахнулась холодной тоской. Рекс, прикованный к столбу, смотрел на прохожего, и в глазах его было не просто безнадёга, а всякого рода признание. «Я здесь, но хозяева не вернутся». Виктор почувствовал неловкость. Чужая судьба, не его забота, не его проблема. Он прошел мимо и в этот момент подумал: может, не стоит уходить от ответственности так легко. На 2-й день он уже подошел ближе и почувствовал, как в сердце он начинает менять маршрут. Не убегать, а прийти. Рекс понимал, что Виктор — чужой человек, и не надеялся на его помощь. Он не шевелился, лишний раз подтверждал, что его жизнь — цепь без конца и без начала. Мусорная гора рядом с ним говорила сама за себя. Миска была пуста, пакет с кормом исчез,
и псовая жизнь стала реальностью голода и холода. Виктор сам ощущал, как давит воздух его личной жили. Мир вокруг, казалось, продолжал идти своим чередом, а он сам стоял между двумя уютами, тем, что можно взять на себя, и тем, что уже не дано. Женщина в районе, чьи слова нередко звучали как приказ, ругала собаку и бросала мусор рядом с ней. Виктор видел, как Рекс умирает от истощения, и в этот момент понял, что не может остаться безучастным. Он принес воду и еду, но пес не хотел есть. Все, что могло поправить его состояние, было уже слишком поздно. Но Виктор не отступал. Он продолжал приносить воду, попробовал обмануть голод, дав шанс организовать питание через капли и мягкую пищу. Ничего особенного не происходило. Просто маленькие шаги, которые могли привести к большему. Виктор начинал видеть в Рексе не просто еще одно живое существо, а отражение собственной судьбы, одиночество, которое не выбирают, а которое постепенно ломает человека изнутри. Он касался шерсти пса, чувствуя, как теплая волна боли проходит через сильную, но усталую душу. Рекс стал зеркалом его собственной изоляции и страхи за будущее, и одновременно началом пути к принятию ответственности. Попытка найти приют для Рекса оказалась безуспешной. Многие организации отказывались, потому что Рекс был стар, и болезнь держала его в железной хватке. Виктор обратился к волонтерам, и Лена приехала на помощь. Она представляла собой другую эпоху. В ее руках был инструмент, который мог избавить собаку от мучений, болгарка, чтобы освободить от цепи. Освобождение Рекса было символом начала перемен. Пес встал, но мышцы еще отказывались служить ему, и он толкался, пытаясь встать на ноги. Лена вручила Виктору ответственность за Рекса, однако решение действительно было больше, чем просто уход за животным. Это было признание того, что человек не просто должен помогать, но и может стать тем, кто изменяет чужую судьбу к лучшему. Рекс впервые за долгое время переступил порог холодного участка земли. Он ощутил холодный воздух на своей шерсти, но внутри уже двигалась новая волна жизни. Перевозка в машину стала для Рекса новым началом. Он впервые за долгое время покинул холод земли и увидел свет за окнами машины, ощутил тепло, и это стало началом своей новой жизни. Виктор все еще сомневался, но внутренняя возможность дать шанс другому существу делала его спокойнее. Запахи антибиотиков и мазей сразу заполнили кухню Виктора. Ветеринары дают диагноз. Рекс истощен и обезвожен, у него пневмония на стадии развития, задние лапы атрофированы. Это было как диагноз не только физического состояния, но и судьбы. Проблема огромная, но не безнадежная. Виктор понимал, что путь будет долгим и дорогим, но он был готов платить цену за любую попытку вернуть псу жизнь. В доме появился новый запах, влажной шерсти из старого одеяла, и Виктор не мог заснуть. Он слушал дыхание Рекса, каждые 15 минут проверял состояние животного. Ночами он думал о Светлане и о том, как их спокойствие было разрушено уходом, и как новый путь, помощь другому существу, может вернуть тепло в дом. 2 месяца относительного спокойствия помогли Виктору забыть часть напряжения. Но утром он вновь обнаружил тревожный сигнал. Рекс не шевелится и не ест. Это стало кульминацией. Он понес Рекса в клинику, где диагноз казался слишком тяжелым. Виктор готов был пойти на край, потратить последние деньги на лечение, чтобы дать собаке шанс. Он молился о чуде, о том, чтобы Рекс почувствовал себя живым еще раз. После 2 дней в клинике у Рекса наступили первые признаки улучшения. Терапия пошла, и он держится. Виктор взял отпуск, чтобы позаботиться о собаке вне клиники, и постепенно Рекс начал возвращаться к жизни. Движения стали крепче, аппетит вернулся, и на крыльце дома он стал вести себя как настоящий герой для Виктора. Возвращение к жизни стало не только победой Рекса,
но и возвращением смысла в жизнь Виктора он почувствовал, что снова способен заботиться о ком-то, любить и принимать чужое горе как свое. Снова в его жизни появился светлый луч — дочь Ольга. Она приехала из столицы и заметила перемену у отца. Он стал более внимательным, чутким, и Рекс стал для него не только поводом к возвращению к жизни, но и тем, что объединило семью. Рекс к своей стороны встретил Ольгу спокойно, уверенно. Он стал той нитью, которая связала отца и дочь, превратив дом в место, где живут не только привычные ритуалы, но и новая любовь и доверие. Ольга подчеркнула: Виктор снова живой, благодаря заботе о Рексе. Он понял, что забота о Рексе стала его новым смыслом жизни. Он увидел, как любовь к животному способна изменить отношение к людям, к себе, к миру вокруг. Рекс стал для него целью и спасением от одиночества. В доме стало теплее, светлее, и каждый день приносил новый смысл. Виктор признал, что Рекс нужнее ему, чем он думал. В доме стало тепло, и они вместе с Рексом нашли свой новый график жизни. Утренние прогулки, встречи на крыльце и маленькие победы над болезнями. Шерсть Рекса стала блестящей, его походка твердой. Виктор вывел его на длинные прогулки каждое утро, и эта рутина превратилась в источник спокойствия и счастья. Месяц спустя Виктор начал волонтерить в местном приюте. Он вместе с Рексом отталкивался от прошлого и строил будущее. Они помогали другим собакам, чинили вольеры, поднимали поилки. Рекс стал молчаливым талисманом, приносившим надежду тем, кто еще находился на грани. Анна Степановна, соседка, которая ранее казалась дредовым голосом закрытости, появилась в их жизни с чаем и пирожками, за ней последовало и теплое приглашение на чай. Между Виктором и Анной возникла спокойная взрослая связь, не страстный роман, а доверие и забота. Рекс принял Анну Степановну, положив голову на ее сумку, знак доверия и дружбы. Виктор понял, что Рекс открыл ему новый мир, где он может открыться для другой привязанности и дать место любви и заботе в своем сердце. Ремонт дома и новости в семье сделали их быт ярче, чем когда-либо ранее. Их крыльцо стало местом тепла, где можно наслаждаться жизнью вместе. Виктор поблагодарил Рекса за возвращение к жизни и за то, что тот вернул ему семью. Рекс смотрел на него уверенно и преданно, и обе стороны нашли свой дом в тепле человеческого сердца и молчаливой силы собаки. Прогулки стали источником спокойствия и счастья. С рассветом они уходили на улицу, и каждый новый день приносил новую уверенность и силу. На крыльце отремонтированного дома Виктор и Рекс встречали новый солнечный день. Они нашли смысл и любовь, которую не нужно вымаливать. Она появилась сама по себе, из времени, проведенного вместе, из трудностей, которые они пережили, и из доверия, которое теперь становилось основой их жизни. Так закончилась история, но началась новая. История о том, как одиночество может превратиться в любовь, как простая цепь может стать началом великого пути. Виктор и Рекс нашли дом, найдя себя друг в друге, в заботе, в терпении, в верности. А Анна Степановна и Светлана Светланы несли с собой уроки, что иногда помощь приходит оттуда, откуда ее меньше всего ждешь, и что даже после самых тяжелых испытаний можно найти свет, если рядом есть тот, кто готов держать твою руку и идти вперед. И если завтра вновь появится тревога, Виктор уже знает ответ. Не стоит прятаться за стенами и отказываться от ответственности. Потому что в этом мире, где часто кажется, что тепло исчезло, у каждого найдется Рекс. Живой пример того, что любовь и забота могут вернуть человека к жизни. А вместе они способны сделать дом настоящим домом, где каждый новый день приносит надежду и счастье.